Друзі, всем привет! Меня зовут Евгения, и в этом видео я расскажу вам, как легко и быстро выучить грамматику. Для начала давайте вообще разберемся, что же это такое грамматика и что в ней нужно учить. Для этого давайте прочитаем веселенький короткий рассказ Людмилы Петрушевской «Пуськи бятые». Сяпала калуша с калушатами по напушке и увязила бутявку и валит. Калушат, калушаточки, бутявка. Калушат присяпали, бутявку стрямкали и подудонились. А калуша валит: ой-ой, бутявка-то не кузявая. Калушат бутявку вытащили. Бутявка сдребезнулась, сопритюкнулась и усяпалась на пушке. А калуша валит калушатом: калушаточки, не трямкайте бутявок. Бутявки дюба, изюм-изюм не кузявый. От бутявок дудонится. А бутявка валит за напушкой: калушат подудонились, изюмы не кузявые, пуськи бятые. Кто это вообще такая калуша с калушатами? И что там у них произошло? У вас есть версии? Пишите в комментариях. Как правило, мои ученики мне говорят, что это курочка с цыплятами или уточка с утятами. Ну а бутявка — это какой-нибудь жучок или паучок. И вот встретились они на опушке, те его съели, потом выплюнули, ну а жучок ругается на них: вот пуськи бятые, чуть меня не съели. На каком языке это вообще написано? И как нам удалось разгадать эту абракадабру? На самом деле секрет прост. Во-первых, это написано на кириллице, потому что если бы это была, например, арабская вязь, мы бы вообще ничего не поняли. И второе, этот текст хоть написан и не на русском языке, но он написан по всем правилам русской грамматики. Вот смотрите, калуша написано с большой буквы, заканчивается на ша. Значит, что-то одушевленное женского рода. Калушатами имеет общий корень с калуша, значит родственные объекты. Атами – это уменьшительно-ласкательный суффикс и окончание множественного числа. Значит, что-то маленькое и много. Так и получились курочка с цыплятами. Ну а по напушке это прям как по опушке, то есть идет тот же падеж и окончание. К чему я все это веду? Грамматика любого иностранного языка – это по сути всего лишь набор сигналов, суффиксов, приставок, окончаний. По большому счету это как система, которую мы все время кодируем и декодируем обратно. Именно поэтому, когда изучаете грамматику, вам нужно поделить ее на две части. Основная и базисная, без которой вы одного предложения правильно построить не сможете, она обязательна к изучению. И та специфическая часть грамматики, которая вам понадобится только для сдачи экзамена. Или, например, если вы хотите сделать свою речь более красивой и грамотной. Если мы возьмем английский, французский, испанский и немецкий, то у всех них можно выделить 5 главных тем. Первое – это изменение глагола по временам. Здесь будьте внимательны, как правило, бывает, что не все времена используются. Второе – это сравнительная превосходная степень прилагательного, чтобы сказать вкуснее, интереснее. Третье – это пассив, например, дом был построен. Четвертое – это косвенная речь, чтобы пересказать кого-нибудь. И пятое – это условные предложения, для того, чтобы сказать: если завтра будет хорошая погода, я пойду гулять. Если вы изучаете французский или немецкий, то добавьте сюда еще темы согласования существительного с прилагательным и артикли. Ну а для немецкого и украинского нужно добавить еще и падежи. Таким образом, освоив основную базисную часть грамматики, вы без труда сможете читать и понимать любой текст, так же, как и пуськи бятые. Ну а после грамматики переходим к изучению лексики. Как это правильно делать, я рассказала вот в этом видео. Якщо вам сподобалося, поставте подавайку, підпишитесь на канал і тиснути на дзвіночок. До наступного разу. До побачення!